Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 марта. Давайте узнаем, что по судьбе в этот период. Астрологически это период ретро-меркурия, поэтому, где-то приготовиться можно к задержкам, сбоям расписания, да. Но у нас еще с чем связан этот период, что там происходит? Март – это тот месяц, когда прошлое, нам кажется, оно как будто возвращается. Разного рода вопросы. У кого-то даже те вопросы, которых вы успели забыть. Может быть, это когда-то было очень давно. Но у кого-то относительно, может быть, недавно, да. Вот именно возвращается для того, чтобы мы окончательно, как сыграли последние аккорды. Что-то должно окончательно завершиться. И одновременно это закладка фундамента нового жизненного цикла. Будьте внимательны к знакам. Это где-то и интуицию мы слушаем в этот период, не без этого. Но и могут происходить какие-то такие события, которые явно не случайно, как и люди приходят в нашу жизнь не случайно, так и то, что происходит вокруг нас. Потому что на самом деле это закон кармы, причина и следствие. Но нам может даже казаться какая-то мистика. Много планетарных транзитов в знаках рыбы в этот период. И тоже буквально до 20 марта. 20 марта Солнце перейдет в Овен, а по 19 Солнце еще пока в рыбах. Марс, мои дорогие, тоже в рыбах. То есть есть какая-то такая двойственность. Может быть, и есть, как знаете, зыбкость вот этого периода. Ну, давайте мы перейдем к нашему прогнозу и рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла тоже. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Итак, мои дорогие весы, 3 знака судьбы. На чем хотят заострить ваше внимание карты? Что нужно знать, нужно услышать? Возможно, это как какое-то событие, в котором вам придется принимать важные решения. Дополним колодой Таро. И если уж мы с вами говорим о ретро-меркурии до 20 марта, то это всегда какое-то дежавю. Вот с чем это связано? Какая история из прошлого или что-то неожиданное из прошлого? В чем вы поставили, может быть, прежде точку, а оказалось ничего подобного, запятая, какое-то продолжение будет следовать. Вот что для вас из прошлого как будто возвращается. И что случится, что произойдет в ближайшее время, в ближайшие дни, то есть это где-то 10-20 марта. Ну и к чему это все идет, какой в конечном итоге вы получите результат или что будет продолжаться. Давайте по основным сферам жизни тоже узнаем, что ждет в жизни личной, в отношениях, может быть и вопросы любви, что ждет в финансах и чего ожидать в вопросах, может быть, вашей работы? У кого-то работы нет, но, может быть, есть учеба. Или просто банально согласование, важные встречи, документы. Ну, в общем, все где-то сведем, посмотрим, каковы энергии. Итак, первый знак судьбы, подсказка, куда-то вам не надо, рыцарь мечей. Именно это у нас колода 78 дверей, как будто вот этот могучий кентавр может разбежаться и вот так вот по этим воротам попытаться как будто их открыть. Да-да, мы пробьем эти ворота буквально, но карта говорит, то, что ты увидишь, совсем не обязательно тебе понравится. Иногда по этой карте для кого-то из вас, проверяющие, допустим, на работе, для кого-то из вас это та ситуация, когда мы сами, может быть, погорячились, куда-то поторопились, приняли решение, кому-то что-то пообещали, а потом как будто оказались вот в минусовой либо ситуации тройка мечей. Но ведь любая тройка – это карта будущего. Вот у вас знак судьбы, как будто нужно выйти из, может быть, сложных переживаний или сложных, взаимоотношений, мои дорогие. Когда мы именно куда-то спешили, мы думали, нам это нужно, вот как этот рыцарь мечей. Подумал, что, ну, наверное, эти ворота не открываются так легко. Нужно поднажать, как будто больше силы приложить. Да, приложили, а потом видим, да елки-палки, зачем нам это нужно? И вот по части решения спорных вопросов вы тут прямо победители, вот это точно. Карта победы. Это вы сами открываете двери, и вам как будто рукоплещут. Вот в чем ваша сила, мои дорогие? Такой знак судьбы. Ты как будто благодаря своей дипломатии можешь, как и для самого себя, какую-то, как знаете, окончательно
ну, может быть, закопать топор войны, да, или какой-то сложный вопрос, который был связан именно с тем, что либо поссорились, либо не нашли взаимопонимания, либо просто был конфликт, или друг друга не поняли. Вот уравновесить все конфликты, может быть, и принять Соломоново решение. Я не без этого, я это тоже допускаю. И у кого-то все же с учетом двух карт мечевых и жезлы, дела, работа, бизнес и откуда к вам приходят деньги. Давайте второй знак судьбы откроем, паж жезлов. Какая-то будет у вас информация. Причем информация, когда тоже нам двое, да, может быть, это и опять же двое. Есть контактное лицо, которое вам приятно в общении, или когда вы можете ждать буквально кого-то, вы можете ждать какой-то весточки или документа. Но я тогда тут вижу, что разговор как будто состоится, какой-то диалог у вас будет важный. Но предшествует именно, скорее всего, либо известие, либо новость, либо получение письма, ну, может быть, кто-то СМС отправит, или пусть это будет даже телефонный звонок. Но это именно все то, что возвращается по десятке жезлов. Мы как будто от чего-то устали. Вот вы будете даже в таком дипломатичном тоне, может быть, для себя как и прояснять, и это может касаться именно вопросов взаимоотношений, и делать правильные выводы. Вы здесь можете столкнуться с тем, что вы сами не захотите, ну, как бы продолжения тех или иных отношений. Для кого-то из вас это будет ситуация, даже, может быть, и по работе, все же у нас паж жезлов. Кто-то может услышать, что, ну, на работе, может быть, там тоже меняется руководство, меняются какие-то правила. И для кого-то, и я не исключаю, пусть вы даже не увольняетесь, но тогда для вас, мои дорогие весы, тут и все же две вот эти очень добрые карты. Здесь вы можете строить карьеру, к примеру, и может состояться важный разговор с руководителем о том, чтобы вам занять вакантное место или получить, ну, более высокую должность. Тогда вот все равно будет вот эта десятка жезлов говорить о том, что, ну, какие-то от вас, это подсказка, потребуются совершенно другие, может быть, навыки, методы. Может быть, иногда по пажам у нас идут, ну, вот как курсы или обучение чему-то. Для кого-то из вас именно чтобы получить заветную должность, мы как будто бы должны, ну, обрести вот эти скиллы, навыки. А может быть и буквально какой-то документ, сертификат получить. Но самое главное, мы как будто пытаемся уйти, ищем варианты, и варианты определенно у вас есть для того, чтобы десятка жезлов, ведь это когда что-то тоже завершается, десятка по максимуму. И больше она знаменует, когда, знаете, было много работы, ну, буквально эквивалент, может быть, финансовый, и не был хорош. Или когда мы были на вторых ролях. А теперь мы понимаем, да нет, все, хватит, баста, как-то я хочу тут эту историю, конфигурацию поменять. Но вам придется действовать совершенно по-другому. Обратите внимание, человек толкает именно дверь стеклянную. Да, он видит, что происходит. Его, в принципе, тоже видят, но не замечают. Вам, мои дорогие, нужно сделать какой-то очень правильный, выверенный шаг. Может быть, это с учетом предыдущих карт, правильную беседу, правильный разговор, для того, чтобы что-то в вашей жизни, как неинтересное, ненужное, малозначимое, отсутствие прогресса, вот оно должно закончиться. По сути дела, по десятке, если мы говорим, много труда, много сил куда-то мы потратили в предыдущий период, но мы за это ничего не получили, понимаете как? Поэтому вот здесь количество нужно переводить в качество. Для вас это актуально. Третий знак судьбы. Королева мечей. Вообще-то это ваша карта. Туда. Нам тоже может говорить карта о том, что тут не просто в мыслях как бы дело, да, а в рациональных действиях. Что это за знак? Вот смотрите, тут рано, точнее, мало мечтать или о чем-то думать, или представлять, что вот завтра ситуация сложится так. Нет, бери и делай, потому что рядом у вас королева Пентаклей. Это та, которая много работает, увы. Это та, которая именно своими руками создает свое благополучие. Для кого-то из вас, мои дорогие, это вот какая-то внутренняя такая тоже у вас будет перестройка. И по королеве Пентаклей, это, знаете, мы можем, к примеру, монетизировать творчество. Она знает, начать, может быть, первые шаги, изучать что-то и в последующем, ну, так вот, поставим для себя ориентиры, чтобы, может быть, как дополнительный доход. Или
как дополнительный источник заработка. И я, кстати, не исключаю, что у кого-то был дополнительный доход, и тут перерастет в основной. Потому что, закрытых дверей опять же нет. Но тут вот рациональность именно по тем событиям, которые вас окружают. Я должна сказать, когда в моем раскладе 2 королевы и больше могут судачить, да, вот. Для кого-то из вас, но я тут больше вижу, что нет, с учетом тройки пентаклей, еще одна тройка. Выздороветь, вот окончательная задача, не просто победа, а выздороветь у кого-то, может быть, от бесплодного ожидания, да. Или когда мы пытались, может быть, найти контакт с человеком, ну, закрыт наглухо, что ты поделаешь, да? И тут не нужно где-то себе не ожидания создать совершенно напрасного, но и с другой стороны тройка мечей будет говорить, да оставь, ты быстрее как будто выздоровеешь. Дай ты своим переживаниям, ранам, внутренним, душевным, сердечным зарасти. Время исцелить душу, успокоить сердце для вас, мои дорогие весы. И март для вас действительно может стать сезоном такого мягкого пробуждения, но с глубоким переосмыслением. И по тройке пентаклей работа в команде. И, кстати, это карта экзамена. Кто-то может буквально экзамены сдавать, чтобы получить документ. Ну, а у кого-то это такой жизненный экзамен, который тоже нужно пройти. И это пентакли, скорее всего, тут вам придется что-то, ну, как менять по финансам. Или у кого-то это совпадет с работой или методы заработков, но именно потому, что недостаток финансов, и для вас это тогда благополучное время. Потому что сочетание тройки пентаклей и королевы пентаклей– это, знаете, та, которая умеет сделать сказку былью, но надеется она, как я уже сказала, сама на себя. Что же там неожиданно из прошлого? Или в чем вы поставили точку, а оказалось продолжение следует? Да, тема финансов не на последнем месте. По четверке пентаклей мы, знаете, за что-то держимся. Ну, наверное, все то, что я еще до карт говорила. Здесь могут и люди возвращаться, чтобы мы последние аккорды сыграли, или какие-то все точки над «и», или совершили важные разговоры. В чем то вы определяетесь. Тут не надо держаться именно. Может быть, это возвращается даже какой-то человек, я не исключаю, который держится за вас, мои дорогие. Но тут именно карта того, что, знаете, как ревность иногда. Может быть, из ревности кто-то из-за вас держится, и вам, значит, доведется принимать какие-то важные решения. Именно по части жизни, может быть, и личной. Да, тут вот с учетом пажа чаш вы, скорее всего, будете проводить правильные параллели. Я куда иду? С кем я иду? На кого я могу рассчитывать? На кого я могу опереться? Что значит, пусть это даже какие-то приятные эмоции, но в итоге это все равно, ну, если не минус, то это какая-то не самая веселая история. Мы как будто открываем глаза на те вещи, которые нам прежде, ну, либо мы не хотели это замечать, либо просто не видели. Нам казалось, а, все образуется, но в результате получился какой-то застой. Тут правда, вот именно да, а у кого-то и конфликт, мои дорогие. Вот что неожиданно из прошлого. Я, кстати, не исключаю. Соответственно, карта сила. Кому-то из вас, может быть, придется как-то очень правильно, дипломатично, ну тут вы короли дипломатии, выстроить разговор с тем человеком, с кем, возможно, были либо отношения по работе, да, поскольку Пентакли, либо это отношения все же были в личной жизни. Может быть, даже у вас случился конфликт. Но для того, чтобы в этом поставить точку, вам нужно принять Соломоново решение. Вам нужно людей, мои дорогие, из прошлого не оставить, знаете, вот как недругами, а вот какую-то такую, как минимум, нейтральную позицию через дипломатию создать. Потому что, ну, люди, если отправляют какие-то отрицательные мысли даже в пространство, зачем нам это нужно? Здесь вот правильно понятым, я не утверждаю, что получится вам именно так построить свою дипломатию, что вас поймут правильно. С вами могут не соглашаться. Но, значит, вот есть такая фраза в русском языке: "Не мытьем, так катаньем". Вам тут нужно свои какие-то приоритеты держать, и подтверждение тому все же у нас карта сила. Но вот именно договориться. Будьте готовы к тому, что вот какая-то ситуация, как и личная жизнь, так и, может быть, ситуация с деньгами, работой,
возвращается таки в вашу жизнь. Или, может быть, предложением каким-то. Или вы сами хотите возобновить какой-то диалог, когда раньше тысячи неопределенностей или конфликты. Но в зависимости от того, готов ли человек идти на этот контакт, вы будете делать вывод. Мы ведь можем спросить, да? Мы можем инициировать сами, не дожидаясь. Вот здесь вам тут надо завершить какое-то ожидание. Поэтому даже сделав аккуратные шаги, мы можем понять, готов человек к диалогу или нет. И неважно там, какой сферы жизни касается. Самое главное, что вы получаете, завершается ожидание. Вы сделаете выводы, и вы пойдете дальше. Хотя карта говорит, не исключено много эмоций. Половина лица девушки буквально львиная грива. Поэтому это внутренний, да, вот где-то внутренний наш лев, когда хочется сказать все, что мы думаем, но понимаем так умом, да, рационально. Ну, а что толку? Ничего не изменится, только углубится какая-то дистанция. А здесь вам нужно в каких-то спорных моментах, именно спорных, сложных, может быть, и у кого-то, кстати, с учетом пятерки мечей, эта ситуация будет мечей все-таки, да, касаться юриспруденции, именно конфликт через суд, а у кого-то это будет, в личной жизни. Но вот научиться себя беречь по-новому. И это значит укрепить многократно вашу силу. Что случится? Что произойдет? Что ждет ближайшие дни, ближайшее будущее? Ну, дай бог, мы вообще ожидаем, чтобы у нас везде был мир. Очень добрая карта, я должна сказать, вот в этом раскладе, именно на этот период, можно надеяться, что правда. Мира будет больше, покоя будет больше, согласия будет больше для многих из нас. Какая-то ситуация выравнивается, это правда. В ближайшем будущем, по сути, мир– это ведь тоже где-то дипломатия. Поэтому для вас нет ничего невозможного. Как и восстановить внутренний баланс, какой-то гомеостаз, да? Когда вот вы уже точно знаете, например, что вы не хотите продолжать, а может быть и кто-то не хочет, но не хочет, и бог с ним, да, мы идем дальше. Ну, по крайней мере, вот, бесплодное какое-то ожидание или напрасные надежды, нам ведь тут уже не первая карта говорит, нам и себя приходится перестраивать, потому что нет смысла. Сколько ты не толкай в эту стеклянную дверь, тебе никто не откликнется. Одна девочка откликается, и то она играет. Она вот именно играет. На ней шутовской костюм точно такой же, как на взрослом человеке. А человек-то, если девочка играет, а человек принимает все за честную игру или за честный ход. И, может быть, он прошел тысячу каких-то дверей, пока дошел до вот этой стеклянной. И все двери открывались вот именно когда нужно было их так вот толкнуть вперед. А тут, получается, последняя дверь, ее не надо не толкать, а как будто потянуть на себя. Это тоже своего рода такой символ того, что нам нужно поступить несколько неожиданно, как от вас никто не ждет. Отдаленное будущее, к чему или приготовиться, или к чему все идет. Девятка мечей. Ну, какое-то разочарование быстро не пройдет, мои дорогие. То есть вот осадочек называется, дело завершилось, осадочек остался. Но ведь это карта искаженного восприятия. Да вот поэтому, да это точно. У вас 2 карты, тройка мечей. Как будто история закончилась. Посмотрите, по тройке мечей. И опять же, у нас 2 карты выпадают. Когда в моем раскладе 2 карты, это значит, карты делают акцент, как дают вам знак судьбы. Есть какая-то история в прошлом, которая на сегодняшний день только вот как этот вот человек, который нам показан, да, он уединился, закрылся. Он думает, что ну все предатели, кругом враги. А на самом деле карта вот в этой колоде очень красноречиво говорит: у тебя уже это сердце не болит. Да, вот эти шрамы остались, заштопанные. Уже мы это пережили, как вот острая самая боль. Это было в прошлом. Когда-то мы словно кричали от этой боли, но теперь это не имеет значения. Переведи как будто в опыт. Потому что вот, значит, нужно было пройти какое-то разочарование, чтобы понять, нам туда не надо. Или нам подобные люди не нужны. Или нам не нужны подобные отношения. Нам не нужны чужие игры. Но вот вам как будто выздороветь, мои дорогие, еще предстоит какое-то время. Это карта выздоровления. Что будет дальше? Опять рыцарь мечей. Поэтому вы еще действительно столкнетесь с людьми, которые вам пытаться могут что-то доказывать. Вот я говорю, по этой карте иногда проходят проверяющие для тех из вас, кто занимает определенный пост.
здесь, ну, может быть, вы как руководитель даже небольшого звена, но вы вот именно отвечаете за что-то. Вот такие, знаете, преднамеренные проверяющие могут явиться, но у вас есть возможность, как будто даже с таким человеком сложным договориться. Иногда эта карта говорит бунтарь без причины. Вот кто-то может бунтовать. Я, конечно, не исключаю, что и вы можете сбунтоваться и сказать, да доколе мне это все надоело. Но это не помогает, это точно. Мы можем как будто устроить этот конфликт, а потом мы понимаем, что, нет, договариваться все равно придется. Эмоций будет много. У нас период марта– это период эмоций. Так что же будет дальше? Но все-таки договариваться, да, посмотрите, десятка пентаклей. А вот как раз через дипломатию вы сгладите все углы. Я не говорю, что вы вернете именно то, что вы хотите и навсегда, или вы наверняка получите какую-то должность, найдете работу. Давайте так, вот по-честному. Потому что оно не происходит все само. Все происходит от ваших действий, от вашей активности, от вашей готовности где-то принимать, может быть, какие-то альтернативные варианты или как минимум их рассматривать, психологической готовности идти вперед тоже, да, что-то менять в принципе. Нам ведь уже не первая карта говорит о том, что ты так изрядно подзастрял или подзастряла. У тебя как минимум, как в воспоминаниях, в мыслях продолжает крутиться какая-то одна история, и ты именно желаешь, как будто живешь этим, чтобы это еще раз повторилось. А нам карта говорит, нет, тут в принципе что-то завершается, причем изящно, красиво завершается. И вам в этом помогает. Нет смысла, как, знаете, за уши притягивать какую-то прежнюю замшелую историю. Вам отсюда только вперед. Давайте спросим, что ждет в жизни личной. Ну, наверное, те, кто один или одна, сказать, что в этот короткий период новое знакомство я не могу. Для кого-то из вас это даже в паре. Здесь просто могут быть какие-то темы, когда, ну, может быть, это касается вашей личности. Куда я иду? Ведь это философская карта. С кем я, да? Где я завтра окажусь? Ну, смотрите, двойка жезлов, девушка смотрит в окно. Вот опять же, чего бы ни касалась история, король мечей, проясняйте, именно проясняйте. У кого-то недостаток взаимопонимания. И тут будет важно не замкнуться в себе, а именно дипломатично выстроить разговор для того, чтобы понять, какие ценности, приоритеты, может быть, у партнера, а может быть, это и вы свои обрисуете как-то, подадите вот так тоже красиво, элегантно, чтобы быть правильно понятым. Может быть, эта карта будет и говорить о том, что у кого-то из вас конфликт, тогда вы, мои дорогие, должны будете сделать первый шаг, если вы этого желаете или желаете воссоединения. Опять же, какое-то прояснение у вас должно быть, причем рациональное. Король мечей– это вы сами, конечно же. Это ваши какие-то планы, задумки. Но у кого-то это вопросы, правда, могут быть в суде. И это тогда не про любовь нам больше говорят, а о рационализме. Когда вам потребуется, тем не менее, возможно, просто специалист. Специалист, который как юрист, адвокат, пусть это будет какое-то официальное лицо, которое знает, как правильно оформить документ или как правильно поступить и по закону, и по порядку, так как это именно принято. Но тут какую-то историю вы можете именно решить, когда вы ее еще объективно, вот так вот холодной головой проясните. Я вижу именно так. Ну а для тех, наверное, у кого все хорошо, то, знаете, двойка жезлов будет говорить, но в принципе оно как-то так и останется на том же уровне. Что ждет? Финансы. Ну, здесь может быть десятка кубков нам говорит, посмотрите, у вас прекрасные карты, десятка пентаклей, десятка чаш. Могут быть тут как помощь от близких, могут быть и какие-то подарки, кстати. Вот я от этого тоже не исключаю. Может быть, это деньги вашего партнера, а может быть, и это просто, знаете, решение какой-то финансовой ситуации, когда вы сгладили конфликт, с кем-то договорились. Может быть, это и медиаторство или закрыли какой-то кредит. Есть тут явно и по финансам, но и по вашей личности. Тот факт, когда вы остаетесь довольными. Карта победителя и карта силы. Ваши достижения, работа, новый жизненный этап, я об этом говорила до карт.
как будто жезл сделал один виток и переходит уже на новый. Здесь может быть какая-то новость, которую вам нужно правильно соотнести к самим себе. Иногда это могут быть как предложения какие-то. Точно, паш мечей, посмотрите. Паш– это всегда ученик или это всегда вестник. С одной стороны, вы можете получить как и весточку, да, так и надо правильно сообразить, как с этим взаимодействовать. Но ведь и правда для кого-то я не исключаю вот этот момент перехода с одной должности на другую, с одной работы на другую или поиск как таковой. Может быть, это вы будете там тонны информации, да, перебирать, ища вот именно куда написать резюме или куда подъехать, может быть, для собеседования, поговорить, или просто, может, как дополнительный доход, потому что именно по жезлов. Жезлы у нас дела, работа, бизнес или откуда к нам приходят деньги, поэтому мы как раз с вами смотрим на работу, да, или на какие-то наши планы. Может быть, вы и ищете явно полезную информацию, которую вы в последующем можете переложить на практику, как новый жизненный цикл. Но по пажу мечей– это тот ученик, который готов идти вперед. Это, знаете, вообще ситуация будет, может быть, для вас по части работы, учебы, у кого-то может быть дополнительное изучение, как будто знание– сила, да? Но есть такой момент, когда страх, или то, что вас где-то сковывает, или страшновато, вот как будто ступить, да, на эту тоненькую жердочку, и умом мы понимаем, да, это имеет рациональный смысл, но тут же надо на что-то решиться. Да, тут буквально не смотри вниз и не оглядывайся назад. Опять нам что-то говорит карта, или пытается донести, что если ты будешь поступать как прежде, ничего не получится. И если ты вот этот шаг вперед не сделаешь, невзирая на какие-то сомнения, то ты словно снова рискуешь как себя отбросить на какой-то прежний путь, куда тебе не надо, когда ты можешь застрять опять. Ну, может быть, это у кого-то по работе, вот, к примеру, если вы ищете работу, если вы для себя какие-то четкие рамки, грани поставили, и вот я, например, пойду или буду рассматривать предложение только вот из этой сферы, или я готов только на такие условия. Будьте гибче, мои дорогие. Потому что даже если придется что-то изучить, мы как будто попадаем в другое пространство, в другую реальность. Игра стоит свеч, вот тут определенно. И, кстати, я очень часто по пажу мечей говорю, представьте себе, что это вот вы двигались по какой-то тропинке. Вот шли так себе спокойно, никого не трогали, называется, да. И вот как время X, вы понимаете, нет, я так больше не хочу. Я сворачиваю. Шли прямо и свернули. Вот что-то подобное, какая-то ситуация может проиграться. Давайте я достану еще одну карту. А что это? Ну, наверное, для вас самое главное завершить какое-то бесплодное ожидание. Вот в очередной раз. Очень много почему-то таких карт, которые нам говорят именно о том, что мы ждем. А пейзаж не меняется, тем не менее, мои дорогие. Как вам поступить? Давайте совет карт. Наверное, мне надо молчать. У вас на кону ваше солнце. Новое качество жизни. Может быть, поэтому так настойчиво карты все время и говорили, ну, как сориентируй себя, весы. Решись на что-то. Просчитай. Может быть, найди как бы один вариант твоих действий. И план А, план Б, план С. Чтобы, ага, попробовал, не получилось, окей, попробуй второе, что-то, третье, да. Но самое главное, иди вперед, ведь это карта выбора правильного направления. Кроме того, вы еще определяться можете с чем-то. У вас очень добрый период. Посмотрите, какие у вас добрые карты. Не упустите, мои дорогие весы, какое-то волшебное время. Хотя это не дается легко. И весь наш расклад– это, по сути, подтверждение. Бывают такие моменты в нашей жизни, когда однажды мгновение решает все. Но это не импульс, это, знаете, вот такая холодная голова и рационализм. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете чудесные, добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, все ссылки будут в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.